Всем привет! Сегодня я расскажу, как я работаю с анимацией персонажа для своих видео. Первое, что нам необходимо сделать, это найти того аватара, того персонажа, которого мы хотим заанимировать для наших роликов. Я покажу это все на примере своего обычного персонажа, которого я сделал очень-очень давно. Первое, что нам необходимо сделать, это сохранить нашего персонажа в стартовой позе в формате FBX или OBJ. Для этого мы открываем его, например, в блендере. Далее жмем на вкладку «Экспорт», FBX, выбираем необходимую нам папку. Далее сохраняем наш mesh и экспортируем его в формате FBX. Для следующего этапа нам необходимо будет скачать с официального сайта Reallusion ту программу, которая позволит нам автоматически создать риг под нашего аватара. Все ссылки на те приложения, которые вам будут необходимы, я оставлю в описании к этому видео. После установки нашего приложения мы импортируем туда нашего аватара и далее по инструкции выставляем все те контроллеры, которые поочередно необходимо выставить на конкретные области нашего персонажа. При помощи этих точек для нашего аватара будет создаваться автоматический скелет. После того, как наша программа автоматически построила скелет нашего персонажа, мы можем при помощи интегрированных внутрь анимаций посмотреть, насколько скелет нашего персонажа выстроился корректно. И если нас все устраивает, мы экспортируем нашего персонажа из приложения. Следующий этап – выбор подходящей анимации. Мы также заходим на сайт Actor Core Reallusion. Здесь мы можем видеть огромное количество категорий самых разнообразных анимаций. Также можем выбрать ту категорию анимации, которая нам нужна. Либо это Hand Key Animations, либо это какие-то более точные макап-анимации. И на основе того, что выдает нам библиотека анимации Actor Core, мы можем выбрать те, которые подходят для нас больше всего. В верхней панели вы можете выбрать тип вашего персонажа для более корректного подбора вашей анимации. В моем случае я выбрал вот такую вот анимацию проходки персонажа. Вы можете подгрузить стандартную модель аватара внутри Actor Core, либо добавить на сайт своего собственного кастомного персонажа и отсматривать эту анимацию на нем. Обычно этим не пользуюсь, поэтому отсматриваю анимацию на самой базовой модели персонажа. После того, как мы выбрали анимацию, которая нам подходит, купили ее, мы нажимаем на значок скачивания. Здесь выбираем тот тип телосложения, который у нас есть. Это женский тип телосложения. И в левом нижнем углу вы можете увидеть настройку Export Motion Only. Если вы не подцепляете своего персонажа, как я, а выгружаете только скелет анимации, вы можете нажать здесь галочку Export Motion Only. Чаще всего я выгружаю все именно с этой настройкой. На следующем этапе мы выбираем то, куда пойдет наша анимация. Здесь вы можете выбрать тот 3D софт, в котором вы будете ее использовать. Я использую Blender. И здесь же мы можем видеть количество кадров в секунду, в которых будет проигрываться эта анимация. Возьмем среднестатистические 30. Ну и далее скачиваем нашу анимацию. Теперь возвращаемся в Blender. Перед тем, как нам начать работать с нашим персонажем, необходимо установить один дополнительный плагин. Этот плагин называется CC Blender Tools. Ссылку на него вы можете найти в описании к этому видео. После того, как мы скачали плагин, нам необходимо его установить. Preferences. Ищите его внутри той папки, где он был сохранен. В моем случае этот плагин уже установлен, никаких параметров внутри него я не менял, поскольку сейчас я использую его исключительно для анимации. Ну и после установки этого плагина мы можем приступать к работе над анимацией нашего персонажа. Находим этот плагин в нашей правой панели. Называется он здесь также CC Pipeline. В верхней панели мы находим кнопку Import Character, и здесь мы находим ту модель, которую мы выгрузили после автоматического создания скелета внутри программы Akurik. Наш персонаж импортировался внутрь Blender, и мы уже на этом этапе можем заметить, что у него появился скелет. Теперь нам нужно добавить еще один дополнительный плагин. Возможно, у кого-то он уже установлен, а у кого-то нет. Мы заходим во вкладку Preferences, и здесь в поиске мы вбиваем слово Rigify. Этот плагин является базовым плагином внутри Blender, поэтому никаких проблем с ним у вас возникнуть не должно. Вы просто должны активировать этот плагин и закрыть вашу панель. Следующий шаг: внутри нашего окна плагина CC Pipeline необходимо найти вкладку Rigging and Animation и нажать на большую кнопку Rigify, предварительно выбрав нашего персонажа. После того, как плагин прекратит работу, вы уже сможете увидеть дополнительные контроллеры, которые появились на вашем персонаже, при помощи которых вы уже сейчас можете изменять положение частей тела вашего персонажа. Для проверки этого мы можем выделить эти контроллеры, зайти во вкладку Pose Mode, выбрать нужный нам контроллер и посмотреть, каким образом он у нас работает с нашим
персонажа. Теперь мы можем говорить о том, что наш персонаж полностью готов для подключения к нему наших анимаций. Следующее, что нам необходимо сделать, это импортировать в наш Blender файл ту анимацию, которую мы предварительно скачали. Для этого мы также внутри этого плагина открываем здесь вкладку Import Animation и здесь выбираем нашу анимацию. Вы видите, что сейчас моя анимация состоит из 3 элементов. Она является составной. Я добавляю все эти 3 элемента анимации и добавляю в Blender. Немножко подвинем их, чтобы они не мешались. Теперь посмотрим, если мы проиграем всю эту анимацию, мы заметим, что каждый из элементов нашей анимации выполняет определенный этап этой анимации. То есть у нас есть старт нашей анимации, у нас есть конец этой анимации, и у нас есть какой-то такой промежуточный этап нашей анимации, который можно зацикливать энное количество раз. Теперь нам необходимо объединить все эти 3 анимации внутрь одного скелета для того, чтобы после подключить его к нашему персонажу. Для этого мы можем войти в вкладку Blender Animation, здесь открыть вкладку Non-Linear Animation для того, чтобы видеть все наши графики более точно и видеть полное название наших анимаций. Теперь нам необходимо последовательно скопировать ключи нашей анимации с каждого скелета на один из выбранных наших скелетов. Для этого мы находим наш второй скелет, открываем Pose Mode, выделяем весь наш скелет. Здесь мы также находим его, нажимаем на клавишу Tab. Здесь мы видим, что все наши ключи анимации выделены, копируем их. Далее выбираем снова наш самый первый скелет, меняем Object Mode снова на Pose Mode. Также выбираем наш самый-самый первый скелет и нажимаем на клавишу Tab. Теперь мы должны встать в самый последний ключ нашей анимации и при помощи сочетания клавиш Ctrl-V добавить туда наши первоначальные ключи. При проигрывании анимации мы видим, что они у нас объединились на один скелет. Ну и точно такие же действия мы проделываем с нашим последним этапом анимации. Это наш 3-й скелет. Мы также выбираем его в этой панели, выбираем Pose Mode, выделяем все кости обязательно, нажимаем на клавишу Tab. Далее копируем все ключи, которые присутствуют здесь. Выбираем снова наш самый-самый первый скелет, Pose Mode. Также выбираем его у нас в этой панели, нажимаем на клавишу Tab, встаем в самый последний ключ и копируем сюда ключи, которые были скопированы нами изначально. Если мы проиграем эту анимацию, мы можем увидеть, что кое-что у нас, тем не менее, работает не совсем корректно. Когда мы доходим до определенной точки анимации, до 3-го куска анимации, мы видим, что он начинает проигрываться у нас с самой-самой своей начальной точки, с которой он, собственно, и проигрывается. Что в целом максимально правильно, потому что изначально этот скелет стоял на нулевой точке. Это мы сможем поправить после того, как мы подключим нашу анимацию уже к нашему аватару. И после того, как мы перенесли все ключи анимации на один скелет, мы можем приступить к тому, чтобы подключить наш скелет со всеми элементами анимации к нашему аватару. Для этого мы выделяем контроллеры нашего аватара. Далее во вкладке Rigging анимацию мы находим вот эти 2 панели, в которых мы должны найти тот скелет, на который мы цепляли все наши ключи анимации. В моем случае это вот этот вот последний элемент, и выделяем соответствующий ему источник последней панели. Нажимаем на кнопку Preview Retarget. Теперь мы можем увидеть, что наш персонаж подцепился к нашему скелету, но он все еще имеет косяк в том, что нас перебрасывает в стартовую точку. Поправить это довольно просто. Нам необходимо выделить наш скелет. Для большего удобства мы можем включить прозрачность. Теперь выбираем Pose Mode. В Pose Mode нам необходимо выбрать ту кость, которая отвечает в нашем случае за изменение положения нашего аватара в пространстве, то есть его движение по осям. Откроем Graph Editor. И уже сейчас мы видим, что у нас есть какой-то огромный перепад чего-то. Если мы сейчас найдем в этом списке изменения нашего персонажа по оси Z, то мы увидим, что как раз-таки этот момент и отвечает за наш скачок от нужной нам точки до первоначальной. Все, что нам нужно, это всего лишь поднять наш нижний график и совместить его с верхним графиком. Для этого мы двойным нажатием выделяем наш график, и теперь при помощи клавиши Ctrl, нажимаем на клавишу Ctrl, мы убираем выделение с части точек. Теперь мы при помощи клавиш английской G и Y
Поднимаем наш график к месту стыка и стараемся его вровень состыковать с предыдущим графиком. Ну и мы видим, что мы получили ту анимацию, которая нам была изначально необходима. После этого мы можем вновь выйти из Pose Mode в Object Mode, убрать прозрачность, выделить контроллеры нашего аватара и нажать на клавишу Bake Retarget. После того, как процесс запекания завершился, мы можем увидеть, что те ключи анимации, которые изначально принадлежали нашему скелету, который мы скачали с сайта, подключены к нашему аватару. И мы можем увидеть, что все наши анимации замечательно, корректно работают на персонаже. После того, как мы подключили нашу анимацию к персонажу, мы можем либо выгрузить ее в нужном нам формате в Claw или в какие-то другие приложения, либо, если это необходимо, мы можем также исправить какие-то аспекты нашей анимации, если что-то нас не устраивает. Делать мы это можем точно таким же способом, каким мы изменяли положение нашего персонажа в предыдущие минуты. Мы выделяем контроллер нашего персонажа, открываем Graph Editor, заходим в Pose Mode, и здесь мы можем выбрать положение тех контроллеров, которые мы хотим немножко видоизменить. Например, мы хотим немножко отодвинуть нашу руку, для этого мы находим подходящий нам контроллер. На этом контроллере мы должны найти ось, которая отвечает за движение руки в нужном нам направлении. И далее мы начинаем экспериментировать с теми графиками, которые мы здесь имеем. Если же хотите более точно и просто изменять и кастомизировать ваши анимации внутри блендера, вы можете также с официального сайта Actor Core скачать плагин Rigimap Tool, который позволит вам сильно упростить процесс работы с анимацией. Получившиеся у вас анимации вы можете, например, использовать в Claw для симуляции одежды, либо в каких-то ваших других проектах. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если у вас остались вопросы, обязательно оставляйте их в комментариях. Ну и не забывайте писать о тех темах, которые вам хотелось бы изучить более подробно. Всем пока!